Всем привет, друзья! С вами снова я, Ренат Абдиев, и вы на моем канале Handmade. Сегодня хочу вас ознакомить, сколько и какие бывают стили кухонной мебели. Забегая наперед, хочу сказать, какая бы кухонная мебель ни была, это всего лишь дизайн, который подчеркивает ее стиль. А изготовление по каждому стилю разное по своей сложности. Схоже только лишь в одном, в ее корпусной части. Вот корпусную часть мы с вами сегодня и будем деталировать. Хотелось бы закрепить прошедшие уроки, которые мы с вами уже проходили по детализации. Вот я сделал такой вот набросочек, чертеж, в котором указал габариты, размеры. Сейчас буду все объяснять вам. И предварительно уже сделал детализацию. Бока по высоте 704 на 540, 2 штуки. Кромка по передней части клеится. Дно 800 на 540, 1 штука. Кромка клеится по передней части и по бокам с 2 сторон. Планки 768 на 80, 2 штуки. 1 планка клеится с 2 сторон по длине, 1 планка с одной стороны. Полка съемная 766 на 500, 1 штука. Со всех сторон кромку надо будет клеить, так как полка съемная. Вот, ее будет видно, эстетический вид надо придать будет ей. Створки, фасадная часть 714 на 397, 2 штуки. Створки, если это, допустим, кухня в стиле модерн или хай-тек, то здесь будет клеиться кромочка со всех сторон. Если это будет классическая кухня, то есть крашеная, другими словами, либо МДФ крашеный, либо шпанированный, вот, то, соответственно, там кромка не будет ПВХ, там будет грунт и краска, Теперь давайте объясню, как получились такие размеры. От низа дна до верха 720. Почему 720? Я уже сказал то, что высота нижних кухонных блоков 850. Снизу на кухонных блоках есть регулирующие ножки. Они высотой 100 мм. И получается, значит, 850 минус 100 и минус столешница. Тут еще 30 мм столешница. Почему 30 мм столешница? Столешницы бывают разные. От 25 мм и выше.
То есть стандартов как бы нету в столешнице. Минимально 25 миллиметров по толщине, максимально может быть и 100, и 150 миллиметров по толщине. Мы сегодня рассматриваем столешницу 30 миллиметров по толщине. Итак, вернемся. 850 минус 30, минус 30 миллиметров, 720 будет. 820, извиняюсь. И минус 100 ножки. Получится 720. 720 минус 1,6 толщина дна. Поэтому блок и получился 704. Еще раз, да? Высота общая нижнего блока вместе со столешницей, то есть от пола до верха столешницы 850 миллиметров. Минус столешница 30 миллиметров. Минус ножки 100 миллиметров. И минус толщина дна 16 миллиметров. И получилось 704 на глубину 540. Почему 540 глубина? Потому что столешницы стандартные по глубине. Они также могут быть и, допустим, и 500 миллиметров, и 400, но стандарт выходит 600 миллиметров. И мы рассматриваем сейчас по глубине стандарт. То есть 600 минус 540 будет 60 миллиметров. 20 миллиметров делается сзади свес, 40 миллиметров делается спереди свес. Для чего спереди делается 40 миллиметров свес? Так как здесь наложится еще фасад, который по толщине от 16 миллиметров до 20 миллиметров. Фасад также может быть разный по толщине. Он может быть и 25 миллиметров даже. Вот. Но мы будем рассматривать сегодня 20 миллиметров, так скажем. И получается, что 600 минус 540 и минус еще 20, да, толщина фасада. И останется у нас 40 миллиметров, то есть 20 миллиметров на заднюю часть, 20 миллиметров на переднюю часть свес. Почему делается сзади 20 миллиметров свес? Потому что с задней части могут проходить какие-то коммуникации, кабеля, я не знаю, там трубы, ну, всякие, в общем, сантехнические там дела. В общем, поэтому и делается свес сзади 20 миллиметров. Вот с этим понятно, да, почему получилось 540. Поехали дальше. Ну, тут уже понятно, легко и просто, да. Габарит 800 на 540. Просто переписываем и все. Почему кромку мы клеим с 3 сторон? То есть один раз по длине и 2 раза по краям с обоих сторон. Для чего? Для того, чтобы придать эстетический вид этому блоку. То есть там, где вы будете производить монтаж, чтобы вы себя сразу перед клиентом заявили как профессиональный мастер, да, как мастер с большой буквы, да, который позаботился об эстетическом виде мебели. Вот. Можно, в принципе, сюда и не клеить кромку по краям, так как блок примкнет к другому блоку и не будет видно. Но вы эту мебель будете заносить к клиенту, да, и, соответственно, он может увидеть, да, эти края, то, что они не обрамленные кромкой. Поэтому, чтобы как бы не портить себе авторитет, не падать в грязь лицом, да, как говорится, лучше всего наклеить. Вот. Поэтому вот, я вот указал то, что по краям с обоих сторон также присутствует кромка. Планки. Имеется в виду вот это вот. Для чего нужны эти планки? Так как на этот блок ложится сверху столешница, через эти планки столешница притягивается к этому блоку. То есть снизу на шурупы. Вот. Для этого нужны эти планки. Как мы вычислили размер этих планок? У нас есть габарит дна 800. Мы делаем просто по ширине минус 2 толщины 16, 16. 800 минус 32, 768 на 80. Размер 80 может быть также и 100. Я делаю всегда 80. То есть, как бы, если он будет 100, ничего такого страшного не произойдет. То есть, кто-то делает 100, кто-то делает
80, да, так скажем. Я вот делаю всегда, допустим, 80. Очень удобно. Полка съемная. Полка съемная будет почти такая же, как и планки, да, по длине. За минусом 2 миллиметров. Для того, что она снималась. Она же съемная полочка, вот с аббревиатурой я поставил. Это говорит о том, что она съемная. Чтобы ее снять, нам нужно, чтобы был какой-то зазор, да, минимальный. Не надо указывать здесь 764 или 765. Зазор будет слишком большой, как бы, да, и не эстетично будет. Поэтому по миллиметру с каждой стороны вполне более чем достаточно, чтобы эту полочку снять оттуда. Там, убраться, протереть, я не знаю, мебель. Вот поэтому получилось 868 минус 2 миллиметра, 766. На глубину 500. Почему 500? Можно и 540 сделать, так же по глубине, как и боковушку. Вот. Ну, я сделал 500. 40 миллиметров этих я здесь вот и как бы и сэкономил. И с другой стороны, как бы эстетический вид тоже тут в этом присутствует. То есть у меня ничего нигде торчать не будет, в общем, никаких казусов не произойдет. Лучше ее немножко утопить, и она будет очень красивенько смотреться. Просто поверьте моему опыту. Вот, полочка одна. Склеится с 4 сторон. Она же съемная. Также эстетический вид, чтобы был. Створки. 714 по высоте. Как получился этот размер? Бок у нас, мы знаем, 704. К боку прибавляется дно 16 миллиметров по толщине. То есть вот, получилось 720. Вот 704 плюс 16 будет 720. От верха блока до низа дна, до этого блока 720 миллиметров. Здесь нужно еще оставить нам технический зазор, так как полы могут быть неровные, либо еще что. Вот, поэтому фасад должен спокойно открываться, регулироваться. Поэтому вот минус 6 миллиметров сразу. То есть это снизу приподнимется фасад на миллиметр-два. И сверху остается зазор 4-5 миллиметров. Поэтому и получился вот 714. То есть 720 я сделал минус 6 миллиметров. И получилось 714. По ширине каждая створка, каждый фасад 397 миллиметров. То есть это 800. Мы поделили на 2. Здесь 2 фасада же будет. Вот. Получилось по 400 миллиметров. И опять-таки нужно указать технический зазор. Да? Здесь миллиметр будет отступать. И тут по 2 миллиметра будет зазор для регулировки. Поэтому получилось 397. То есть 400 минус 3 миллиметра 397. Два фасада. Если фасад в стиле, допустим, кухня в стиле модерн или хай-тек, или какая-нибудь там бюджетная, простенькая такая кухня, то, естественно, кромочка будет клеиться со всех сторон. Если это кухня классическая, то, естественно, там кромки не будет. Там будет грунтовка, в общем, лакокраска краситься будет. Ну и HDF. Вот я указал этот блок со столешницей. Вот, по толщине на 30 миллиметров. Вот цвет сзади 40, спереди 40 миллиметров, сзади 20 миллиметров. По глубине столешница 600 миллиметров. С этим понятно, да? Вот ножки 100 миллиметров. Они спереди закрываются планкой, которая называется скертинг, то есть юбка, да? Кто-то цоколь может назвать. Я цоколь называю, когда изготавливаю шкафы, допустим, да? Либо какую-то другую мебель. А на кухнях я привык называть это скертинг, юбка.
skirt. Вот. HDF, как мы вычисляем? Вот, высота от низа, да, от дна до верха 720. Мы делаем 2 миллиметра минус, чтобы HDF не торчал, чтобы он не был прям за подлицо, а по миллиметру чуть-чуть спустился снизу и сверху. Поэтому получилось у нас 718. По ширине 800, также минус миллиметр, 798. Поэтому у нас так и получилось 798 на 718. Одна штука HDF. HDF вы уже знаете, да? Вот сюда на гвоздики, вот к этой планке. Можно на шурупы. Ну, я считаю нецелесообразно сзади, допустим, на шурупы делать. Гвоздики вполне будут себя хорошо там технически показывать, держать будет это все хозяйство. Ну вот, собственно, и все. Вся детализация на отдельно взятый кухонный блок. Вот еще раз просто посмотрите, законспектируйте. Потом уже, глядя на эти размеры, попытайтесь сами составить самостоятельно детализацию, чтобы закрепить полученные знания. Я чертежи тоже выставляю вот так вот. Вот, сегодня было у нас последнее занятие по составлению детализации на мебель. Дальше вы самостоятельно попытаетесь закрепить полученные знания. Следующие видео мои будут... Итак, следующие видосы будут о том, как делать мебель практически. То есть я буду брать проект и буду его своими руками делать. И вам буду объяснять, показывать, рассказывать. Мы перейдем уже как бы на второй уровень присадка. Как присаживать, то есть сверлить. Разного диаметра будут отверстия, разного значения. Вот. А на сегодня все. Какие стили кухонь бывают, я вам показал в своем видео. Вот, как делать детализацию на отдельный блок, также вам показал. Если вам нравятся мои видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Буду очень рад ответить на все вопросы.